Всем привет! Меня зовут Галла, и сегодня мы будем делать хризантемы из бумаги. Нам необходимо вырезать 3 полоски размером 5, 6, 9 сантиметров на 30 сантиметров. Берем самую маленькую 5-сантиметровую, складываем ее в четверо и разрезаем тот край, где у нас соединяются 2 свободных края. И начинаем разрезать наши лепестки. Последний дорезаем край. Если он получается маленький, значит мы его просто разворачиваем и не прорезаем. Если он получается большой лепесток, тогда мы делим его на 2 части. Мой лепесток получился одинаковый вместе со всеми остальными лепестками, я его не разрезаю. Разворачиваем нашу полоску, и теперь лепестки начинаем сворачивать и прижимать к левому краю. Свои лепестки я сразу немного растягиваю. Лепестки сворачиваю примерно где-то пополам. Если будет чуть выше, ниже, это не страшно. Теперь наши лепестки приклеиваем. Я использую таки-глу. Точечно наношу клей на каждый лепесток и прижимаю свои лепестки. Приклеиваем все до конца и оставляем сохнуть наши первые лепестки. Точно так же поступаем со следующим прямоугольником бумаги. Также разрезаем. Сгибаем наши лепестки. Проклеиваем их и оставляем сохнуть. Также делаем с последним отрезком и оставляем все сохнуть. Работу лучше начать с самого маленького, потому что мы его будем использовать первым. Надо, чтобы он лучше просох. Теперь нам необходим отрезок бумаги 2 см на 30 см. Также складываем его в четверо и разрезаем на маленькие лепестки, где-то 0,5-0,7 см. Прорезаем всю полоску и начинаем закруглять наши лепестки. Этот отрезок мы только закругляем лепестки, и он у нас готов. Теперь немного ногтем расправляю и подкручиваю лепестки. Нам теперь нужна проволока. Нашу хризантему будем собирать 2 способами. Первый способ: мы просто берем наши лепестки, самые маленькие, и начинаем их приклеивать, накручивая к нашей проволоке. Вот такой бутон получился. Теперь второй способ. Я беру небольшой кусочек фольги, сделаю из него маленький шарик диаметром где-то сантиметр, приклеиваю его на конец проволоки, беру также кусочек маленький желтой бумаги и закрываю наш шарик. Приклеиваю его, хорошо все прижимаю, чтобы фольга была вся закрыта. И уже на этот шарик начинаю приклеивать наши лепестки. Также приклеиваю лепестки, чтобы каждый следующий ряд был немного выше, чем предыдущий. Этот способ мне понравился больше. Хризантемы получаются более оригинальные, и у них более красивая форма. Начинаем приклеивать наши первые большие лепестки. Делаю их немного выше, чем предыдущие. Где-то на 1 мм каждый ряд я немножко поднимаю. Так накручиваем все лепестки, поправляем
прижимаем все хорошо и приступаем к следующим лепесткам. Смотрим там, где у нас закончились предыдущие лепестки, и начинаем приклеивать следующий ряд туда. Потихоньку каждый ряд поднимая на миллиметр. Все хорошо поправляем и также начинаем приклеивать третий ряд. Смотрим, где закончились лепестки, и примеряем. Это у нас самые большие лепестки, и они должны закрыть срез предыдущего ряда. Поэтому смотрим, где мы приклеили предыдущий ряд, и на этом месте на больших лепестках наносим клей. У меня это получился где-то сантиметр от края. Приклеиваем именно туда, где у нас на бутоне приклеен нижний край предыдущего ряда. Нам нужно закрыть этот край, чтобы когда мы расправляли наш цветок, все было аккуратно и между лепестками не было видно приклеенного нижнего края коротких лепестков. И так приклеиваем по кругу целый ряд, именно отступая сантиметр. Может быть, у вас получится чуть меньше, может быть, чуть больше, в зависимости от того, насколько высоко вы подняли свои лепестки предыдущие. Когда мы прошли целый круг, следующий мы клей наносим на самый край и приклеиваем, как предыдущие все лепестки, не забывая приподнимать каждый следующий ряд лепестков где-то на 1 мм. С этими лепестками очень удобно работать. Их можно как сжать и приклеить, или растянуть. Смотрим, чтобы они были приклеены в шахматном порядке между лепестками предыдущего ряда. Теперь все хорошо прижимаем, и нам нужно приклеить листик. Вырезаю прямоугольник размером 4 на 9, прорезаю треугольничками, отрезаю с другой стороны 2 края и делаю небольшие надрезы. Наношу клей и хорошо все прижимаю. Теперь начинаем расправлять наш цветок и отгинаем все наши лепестки. Вот здесь нам очень важно, чтобы внутри бутона не было видно срезов от приклеенных коротких лепестков. Отгинаем все. И теперь нам остается только сделать листики и обмотать тэп-лентой нашу ножку цветка. Листья я вырезала, как обычно, склеила пополам и вырезала их абсолютно в произвольной форме. Листья я делала без проволоки. Теперь немного их подтягиваю край. Сделала 2 листика, один небольшого размера, другой чуть побольше. Начинаю крепить тэп-лентой. Небольшой листик я приклеила сверху. И чуть ниже креплю лист большого размера. Вот такая хризантема у нас получилась. Очень красивая, очень оригинальная. Выглядит абсолютно практически как живая. Очень мне нравится. Сделала я их побольше для букета. Так они смотрятся в вазе. Очень красиво. Может быть, оставлю в вазе, может быть, сделаю какую-то композицию. Смотрятся абсолютно как натуральные. На этом сегодня все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, пока-пока!